Всем привет! Сделаем сегодня маленькую изометрическую комнату в программе Blender. Это видео предназначено для новичков. Все клавиши, которые я буду нажимать на клавиатуре, будут видны в левом нижнем углу экрана. Если у вас Windows, то вместо Option нажимаете Alt, а вместо Command Ctrl. При открытии программы Blender мы видим куб, камеру и источник света. Камера и источник света нам не понадобятся сейчас, давайте их удалим. Выбираем камеру, источник, X и удалить. Выберем куб, немножко его приблизим. Посмотрим его размеры 2 на 2 на 2 метра. Также мы видим, что оси проходят через центр куба. Давайте его поднимем и поставим на оси. Нажимаем клавишу G, это клавиша перемещения, затем Z, ось, по которой нам нужно переместить, и расстояние, единичку. И нажимаем ввод. Теперь у нас куб стоит на осях. Он у нас выбран. Мы видим, что вот этот оранжевый контур говорит о том, что куб выбран. То есть вот так, в таком виде не выбран. Если мы по нему щелкнули, то выбран. И заходим после этого в режим редактирования. Здесь переходим на вкладку редактирования граней. Нажимаем на одну из них. С зажатой клавишей Shift нажимаем, выбираем еще 2 грани. То есть у нас теперь выбраны все 3 грани, которые расположены к нам лицом. Кнопка X. Появляется меню удаления. Здесь выбираем 3-ю строчку грани, и они удаляются. Вот такая основа для комнаты у нас получилась. Нужно задать толщину стен. Нажимаем клавишу A, выбираем всю эту конструкцию. Затем сочетание клавиш Option-E. И здесь выбираем 2-ю строчку, выдавливать грани вдоль нормалей. Вот, можно тянуть, и появляется толщина. Но она неровная, нужно ее выровнять с помощью клавиши S. И задать размер. Делаем 0.1 со знаком минус, чтобы толщина ушла внутрь пространства. И нажимаем ввод. Сделаем пол. Выберем вот эту грань и копируем ее. Правой кнопкой мыши вернем на место. Откроем меню разделения и выберем верхнюю строчку. Теперь эта грань стала отдельной деталью. С помощью клавиши Tab переходим в режим объекта и выбираем ее. Возвращаемся в режим редактирования, Command-R и крутим колесиком мыши, чтобы разделить нашу плоскость на несколько деталей по количеству досок пола. Нажимаем ввод и правую кнопку мыши. Теперь эти детали, получившиеся прямоугольники, нужно отделить друг от друга. Нажимаем V и видим, что они отделились. Правой кнопкой мыши возвращаем на место и выделяем все. Экструдируем вверх по оси Z на необходимую величину. Я нажму 0,5 со знаком минус. И вот. Отлично. Теперь выбираем все это и переходим в режим объекта. Заходим вот сюда в гаечный ключ, добавляем модификатор Bevel. Он позволяет создавать фаски. Изменим его параметры, сделаем количество сегментов 3 и уменьшим вот этот параметр, чтобы наши доски были более квадратными. Вот таким образом. Еще зайдем в свойства вот сюда. Поставим галочку автосглаживания. Чтобы сделать доски гладкими, возвращаемся в параметры модификатора, заходим в шейдинг и ставим здесь галочку. Хорошо. Доски пола готовы. Сделаем плинтус. Выбираем стены и переходим в режим редактирования. Здесь поменяем на грани и выберем 2 вот эти грани. Копируем их и правой кнопкой мыши вернем на место. Открываем меню разделения, нажимаем на верхнюю строчку. Грани стали отдельными объектами. Перейдем в режим объектов и выберем их. Вернемся в режим редактирования. Здесь поменяем на ребра и выберем вот эти 2 ребра. Включаем клавишу перемещения G и ось Z. Опускаем до нужной высоты и нажимаем ввод. Теперь выберем команду Option-I или Alt-I и выбираем 2-ю строчку. Нажимаем, вернее потянем, для того, чтобы придать толщину плинтусу. А для того, чтобы ее выровнять,
нажмем S и зададим необходимую толщину. Я сделаю 0,05 со знаком минус. И нажимаем «Ввод». Перейдем в режим объектов и посмотрим. Выглядит хорошо, но если мы зайдем сюда и нажмем Face Orientation, то увидим, что все окрасилось в красный цвет. Это значит, что нормали вывернуты внутрь, а должны быть наружу. При моделировании в Blender такое бывает, поэтому периодически нужно перепроверять и исправлять ситуацию. Что нужно сделать? Выделяем все и переходим в режим редактирования. Снова все выделяем, Option-N или Alt-N и Flip. Теперь все, красный цвет поменялся на синий, это значит нормали вывернуты наружу. И все хорошо. Отключаем Face Orientation и продолжаем работу. Зайдем в режим объектов, выберем стены и будем делать окно. Переходим в режим редактирования, выбираем здесь грани и выбираем вот эту грань. Shift-S и нижняя строчка для того, чтобы перенести курсор в центр грани. И переходим в режим объекта. Добавляем куб. Уменьшаем. И растянем по оси Z немного. Нажимаем «Ввод» и переместим чуть-чуть повыше. Далее переходим в режим редактирования. Здесь меняем на ребра и выбираем вот эти два ребра. Ctrl-B и делаем скругление. Количество граней можно редактировать с помощью вращения колесика. Центральные ребра совмещаем как можно ближе и нажимаем «Ввод». Включаем прозрачный режим, сбрасываем выделение и здесь выбираем вершины. Выберем вот эти две вершины, клавиша M и совместить в центре. Выбираем вот эти две, M и соединить в центре. Переходим в режим объекта. И выходим из прозрачного режима. А теперь давайте войдем в настройки, аддоны и выберем такой аддон, как Bull Tool. Здесь вставим галочку и выходим. После этого нажимаем Shift и выбираем стену. Клавиша Ctrl-. У нас появилось вот такое окошко. Или можем вернуться назад, отменить действие и зайти вот сюда. Здесь у нас появятся параметры аддона Bull Tool. И можно сделать то же самое, нажав вот на эту строчку. Чтобы применить модификатор, нажмем Apply. Скроем рамку и выберем Plintus. Применим к нему модификатор Bevel. Количество сегментов делаем 3. И вот этот параметр уменьшим до 0,01. Далее в свойствах включим здесь галочку, вернемся в модификатор, шейдинг и сделаем плинтус более гладким. Далее выбираем стены и идем в режим редактирования. Здесь выбираем вот эту вкладку грани, выбираем эту грань с шрифтом. Давайте вот эту выберем. И кнопкой Option или Alt щелкнем по границе. У нас выделился весь проем окошка. Копируем это. И правой кнопкой мыши возвращаем на место. Открываем меню разделения, верхнюю строчку. И теперь эта рамка стала отдельным объектом. Вернемся
перейдем в режим объектов и выберем ее. Вернемся в режим редактирования, выбираем все. Дальше Option-I или Alt-I и нажимаем вот на вторую строчку. Тянем внутрь, чтобы выровнять, нажимаем S и зададим размер 0,5 со знаком, так, без знака минус. И вот. Клавиша A, S, S и Y. Растянули на нужную, вытянули на нужную толщину и нажимаем вот. Перейдем в режим объекта и добавим модификатор Bevel. Изменим параметры. Также здесь поставим галочку. Вернемся, шейдинг и включаем гладкость. Нажмем Apply. Выберем плинтус и также здесь применим модификатор. Далее выбираем окошко и идем в режим редактирования. Здесь выбираем грань, копируем, возвращаем на место, меню разделения, Selection. Идем в режим объектов, выделяем эту грань, возвращаемся в режим редактирования, выделяем и экструдируем вверх на высоту 0,5. И нажимаем «Вот». Выбираем клавишу S и увеличиваем по X. Нажимаем «Вот», G и поднимаем по Z вот сюда. Вот. Копируем. Для поворота нажимаем R, Y и 90. Вот. Далее переместим немножко вот сюда, так пониже. S, Z и уменьшим. Нажимаем «Вот». Выберем стены и перейдем в режим редактирования. Здесь выбираем вот эту грань, перемещаем в нее курсор и добавляем плоскость. Поворачиваем по X на 90 градусов и масштабируем. Растянем по X. Немножко корректируем еще высоту, сделаем поменьше и поднимем вот сюда. Теперь открываем меню разделения и нажимаем Selection. Эта плоскость стала отдельной деталью. Идем в меню объектов, выбираем ее и возвращаемся в меню редактирования. Здесь выбираем, нажимаем и экструдируем на величину 0,15 со знаком минус. Нажимаем «Вот». Теперь выбираем вот эти две плоскости, вернее грани, и удаляем их. Выберем еще одну грань и также удалим. И теперь выберем оставшуюся деталь, Option-I или Alt-I, и выбираем вторую строчку и тянем, чтобы сформировать толщину детали. Для выравнивания нажимаем S
и зададим величину 0,05. Нажимаем «Ввод». Применим к этой детали модификатор. Выберем ее, открываем Bevel и изменяем параметры так же, как мы делали с досками пола. Хорошо, давайте этот модификатор применим. Нажмем Apply. Снова вернемся в режим редактирования и выберем вот эту грань. Перенесем в нее курсор и добавим цилиндр. Уменьшим. Повернем по Y на 90 градусов. Еще немного подкорректируем его размер. Зайдем в меню разделения и выберем Selection. Теперь цилиндр у нас стал отдельной деталью. Перейдем в меню в режим объектов и выберем его. Возвращаемся в режим редактирования, выбираем и переместим вот сюда в центр. Растянем по X. Сделаем шторы. Выберем перекладину и перейдем в режим редактирования. Выберем и переместим курсор в центр этой детали. Вернемся в режим объектов и добавим плоскость. Повернем ее по X на 90 градусов. И масштабируем. Переместим влево и вниз. Растянем по оси Z. И перейдем в режим редактирования. Ctrl-R и колесиком мыши увеличиваем количество ребер. Сделаем 9 ребер, нажимаем «Ввод» и правую кнопку мыши. Выберем одно ребро, нажимаем Shift и далее выбираем через одно. G и Y. Нажимаем «Ввод», заходим в прозрачный режим и делаем вид сверху. Выбираем, переместим пониже. Здесь выбираем точки и вот эту группу точек опустим вниз. Теперь выбираем все, Ctrl-B и делаем фаску. Колесиком мыши увеличим количество точек. Нажимаем «Ввод». Теперь выберем вот эти точки и переместим их по Y вниз.
Выберем вот эту группу точек и тоже немножко смещаем вниз. Нажимаем «Ввод». Теперь выходим из прозрачного режима. Выбираем все. И с помощью клавиши «И» экструдируем. Далее клавиша «A» выбираем всю штору и добавим модификатор Subdivision Surface. Здесь единичку поменяем на двойку и включим ребра. Мы видим, что у шторы появились вот такие закругления. Давайте это исправим. Ctrl-R и колесиком увеличиваем количество разрезов до 2. Нажимаем «Ввод» и правую клавишу мыши. Далее S. Так. Нажимаем S и Y, вернее Z. И растягиваем эти разрезы. Один идет вверх, другой вниз. Таким образом убираются вот эти скругления. Нажимаем «Ввод». Переходим в режим объектов и применяем модификатор. Нажимаем Apply. Выберем штору, копируем ее и переместим по X вправо. Нажимаем «Ввод». Далее переместим курсор в центр координат и добавим плоскость. Поднимем по Z вот сюда. Включим вид сверху и масштабируем. Растянем по X и переместим по Y вот сюда и по X вправо. Перейдем в режим редактирования и экструдируем вверх по Z. Ctrl-R, ввод, нажмем правую кнопку мыши, затем Ctrl-B и перемещаем в стороны. Снова Option-R, сделаем надрез вдоль, ввод и передвинем вот сюда повыше. Нажимаем «Ввод». Теперь здесь поменяем на грани, выберем их с шифтом, вот эти вот все грани, и экструдируем вверх. Нажимаем «Ввод». Теперь перейдем в режим объектов и добавим модификатор Bevel. Количество сегментов сделаем 3. И вот параметр Amount 0,05. Щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Shade Smooth. Далее переходим в режим редактирования и выбираем вот эту грань. Копируем ее, возвращаем на место и экструдируем вверх по Z.
Выбираем вот эту грань и перемещаем ее по Y. Выдвигаем немножко вперед. Далее выбираем вот эту грань, копируем, возвращаем на место, нажимаем P из Selection для того, чтобы сделать отдельную деталь. Идем в режим объектов, выбираем ее и возвращаемся в режим редактирования. Нажимаем клавишу И. Так, сначала выберем, потом и экструдируем вот сюда. Нажимаем «Вот». Выбираем всю эту деталь и перемещаем вверх по Z. И теперь повернем по X. Перейдем в режим объектов, выберем стены и пол и временно их скроем. Теперь выберем диван, идем в режим редактирования, выберем с шифтом вот эти три грани и перенесем курсор в центр этих объектов. Возвращаемся в объектный режим и открываем стены и пол. Заходим в настройки и добавим вот этот аддон. Ставим здесь галочку и закрываем вкладку. Теперь делаем вид спереди. С помощью этого аддона мы сможем добавить вершину. Нажимаем Shift-A, Mesh и добавляем вершину. Далее, вот мы перешли в режим редактирования. Здесь выбираем вершины, клавиша И и перемещаем и экструдируем вот сюда, под небольшим углом. И нажимаем «Вот». Теперь делаем вид сбоку, G, и по Y перемещаем вот сюда. Заходим в вид сверху, делаем прозрачный режим, выбираем все и перемещаем. Нажимаем «Вот», идем в режим объекта, правая клавиша мыши и преобразовать в кривые. Далее добавим модификатор Mirror. Вот у нас наш объект отзеркалился по X и добавим отзеркаливание по оси Y. Выходим из прозрачного режима и открываем вкладку с кривыми. Здесь выбираем раздел «Геометрия» и придаем объем. Далее идем в режим редактирования, выбираем точку, Option S или Shift или Alt S и увеличиваем толщину сверху. Нажимаем «Вот», G и приподнимем вверх. Далее выберем нижние точки, G и опустим вниз. Идем в режим объектов, правой кнопкой мыши и Shade Smooth. Теперь шифтом выберем все детали дивана, заходим в вид сверху, копируем и поворачиваем по Z на 90 градусов со знаком минус. Нажимаем «Вот», G и перемещаем по X вот сюда. «Вот» и перемещаем по Y. Сделаем столик. Выберем ножки, копируем и правой кнопкой мыши возвращаем на место. Включаем вид сбоку, G и перемещаем по Y вправо. Нажимаем «Вот» и переходим в режим редактирования. Выбираем все, G и смещаем немного внутрь. Вот, вид спереди, G и также смещаем внутрь. Нажимаем «Вот», выбираем вершину, G, поднимаем.
Переходим в режим объектов и перемещаем курсор в центр. Shift-A, добавляем плоскость. Масштабируем. И поднимаем вверх по Z. Переходим в режим редактирования и экструдируем. Идем в режим объектов и добавляем модификатор Bevel. Здесь изменяем количество сегментов. И здесь также вот этот параметр, количество, мы также изменяем в меньшую сторону, уменьшаем. После этого щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Shade Smooth. Выбираем ножки и столешницу. Перейдем в вид сверху и перемещаем по X вправо и по Y вверх. Проверим нормально. Включим Face Orientation, и мы видим, что шторы окрашены в красный цвет. Давайте это исправим. Выберем их и зайдем в режим редактирования. Выберем и нажмем команду Option-N или Alt-N и Flip. Переходим в режим объектов, включим Face Orientation и видим, что теперь все синим цветом окрашено, значит нормально вывернуто наружу. Все хорошо. Выключаем и теперь сделаем потолочный плинтус. Выберем стены и перейдем в режим редактирования. Здесь поменяем на ребра и выберем вот эти два ребра. И поднимаем вверх по Z на величину 0,1. Нажимаем «Вот». Теперь здесь поменяем на грани и выберем эти две грани. Нажимаем P, Selection, идем в режим объектов, выбираем и возвращаемся в режим редактирования. Здесь выбираем и нажимаем Option-E или Alt-E и нажимаем на вторую строчку. Теперь выдавливаем внутрь. Для того, чтобы шло все ровно, нажимаем S и устанавливаем размер 0,2. Нажимаем «Вот». Идем в режим объектов и добавим модификатор Bevel. Увеличим количество сегментов, сделаем 3. И вот этот параметр 0,1 сделаем. И нажмем Shade Smooth. Перейдем в режим редактирования, выберем вот эту грань и переместим G, X 0,2. И нажимаем «Вот». То же самое сделаем вот здесь. G, Y 0,2. Вот. Перейдем в режим объектов и применим модификатор. Нажмем Apply. Сделаем торшер. Переместим курсор вот сюда и добавим круг. Количество вершин поменяем на 24 и масштабируем. Перейдем в режим редактирования. Здесь включим вершины и приподнимем по Z на небольшую высоту. F закроем,
I сместим вершину в центр и приподнимем. GZ. Ctrl-B. Делаем фаску. И колесиком мыши увеличиваем количество вершин. Нажимаем «Вот». Переходим сюда, в грани, выбираем вот эту грань и возвращаемся к вершинам. И поднимаем вверх. Здесь сделаем площадку. Экструдируем немного вверх. Нажимаем «Вот», переходим в режим объектов и добавим модификатор Bevel. Количество сегментов сделаем 3 и вот этот размер 0,5. Применим модификатор. Щелкнем правой кнопкой мыши и нажмем Shade Smooth. Идем снова в режим редактирования. Выберем, здесь поменяем на грани, выберем вот эту грань и перенесем в ее центр курсор. Добавим круглый куб. Здесь поменяем на 4-сферу. И масштабируем. Приподнимем вверх. Так. Давайте нажмем P и Selection. Далее перейдем в режим объектов, выберем эту сферу, вернемся в режим редактирования, выберем и поднимем по Z. Перейдем в объектный режим, Shade Smooth и далее выберем стойку, перейдем в режим редактирования. Включим прозрачный вид, выберем вот эти грани. Выключим и перенесем курсор в центр. Идем в режим объектов и добавим круг. Изменим количество вершин на 24 и масштабируем. Копируем. И скопированную деталь пока скроем. Здесь эту преобразуем в кривые. Зайдем в свойства и придадим объем, сделаем 0,2. И нажимаем Shade Smooth. Эту деталь пока скроем и откроем то, что у нас было скопировано. Идем в режим редактирования, включаем вершины и экструдируем по Z. Теперь включим прозрачный вид. Выберем вот эти две вершины. И нажмем F, чтобы их соединить. Сделаем вид сбоку. Выберем вот эти две вершины. И F. Теперь нам нужно еще выбрать вот эти две. F. И вот эти. Выходим из прозрачного вида. Включаем вот здесь вот ребра. И с шифтом их выбираем. Нажимаем P из Selection. Идем в режим объектов. Выбираем. И преобразовываем в кривые. В свойствах придаем объем
сделаем 0,1. Теперь выберем купол, нажмем Shade Smooth и откроем вот это кольцо. Выберем его, скопируем и переместим вверх. Сделаем картину. Перенесем курсор сюда и добавим плоскость. Повернем по Y на 90 градусов. Зададим размер. Сделаем 2 на 3. И Ctrl-A Scale для того, чтобы применить масштаб. Далее масштабируем. Заходим в режим редактирования, выбираем грани и нажимаем I. Для того, чтобы сместить внутрь, сделать рамку. Нажимаем, вот, потом P и Selection. Выбираем все. Здесь изменяем на ребра. Выбираем одно вот это ребро. И одновременно нажимаем клавиши Ctrl и Alt или Option. И у нас выбираются все вот эти грани. Далее нажимаем V для того, чтобы их отделить друг от друга. И правой клавишей мыши возвращаем на место. Далее A, чтобы выбрать все. И экструдируем, выдавливаем толщину рамки. Давайте зададим толщину 0,05. И нажимаем вот. A, выбираем все. И добавим модификатор Bevel. Сделаем 3 сегмента. И вот этот размер 0,02. Так, 0,02 маловато, давайте сделаем 0,04. Перейдем в режим объекта и нажмем Shade Smooth. Теперь выберем вот эту деталь, которую мы отделили. И по X переместим ее немножко вперед. Далее выберем рамку и перейдем в режим редактирования. Здесь выбираем вот это ребро и перемещаем курсор в его центр. Идем в режим объектов и добавим плоскость. Повернем ее по Y на 90 градусов. И масштабируем. Поднимем вверх. Зайдем в режим редактирования и выберем вот это ребро. M и соединить в центре. Далее здесь выбираем вершины. Выбираем вот эту вершину и опустим ее вниз. Нажимаем «Вот». Включим прозрачный режим. Поменяем здесь на ребра. Выберем вот это ребро и удалим. Выберем все. Немного поднимем вверх.
Выходим из прозрачного режима и меняем ребра на вершины. Нажимаем сочетание клавиш Shift, Ctrl-B и делаем фаску. Количество вершин можно добавлять колесиком мыши. Нажимаем «Ввод». Переходим в режим объектов и преобразуем в кривые. Здесь в свойствах кривых добавим объем. И переместим курсор вот сюда. Добавим круг. Уменьшим количество вершин до 12. И масштабируем. Теперь повернем по Y на 90 градусов. И еще уменьшим в размере. Перейдем в режим редактирования и экструдируем по оси X. F заполнить, I растянем в стороны. Вот и экструдируем. Переходим в режим объекта и добавим модификатор Bevel. Отрегулируем здесь параметры и далее нажмем Shade Smooth. А вот здесь в свойствах поставим галочку автосглаживания. GZ поднимем эту деталь вот сюда. GX переместим сюда. Выберем эту нитку и нажмем Shade Smooth. Далее выберем все 4 детали картины клавишей Shift. Немного уменьшим. GZ опустим вниз. GY подвинем вправо. Копируем. GZ поднимем вверх. Снова копируем. И влево подвинем. Копируем. GZ вниз. Перейдем в вид сверху. И курсор переместим вот сюда. Shift-A добавим круг. Количество вершин изменим на 16. И масштабируем. Перейдем в режим редактирования. Грани изменим на вершины. Это клавиша 1 на клавиатуре. И F, чтобы заполнить. И Z. Так, и Z, значит, экструдируем вверх. S. X-Face. Удаляем верхнюю грань. Теперь выберем одну вершину. Option или Alt. И щелкнем по соседней вершине. Таким образом, они выделятся все по кругу. Далее И. S. Меняем вершины на ребра. Клавиша 2. G.
Z. Приподнимем немного края тарелки вверх. И перейдем в режим объекта. Ctrl-A, Scale, для того, чтобы применить масштаб. И добавим 3 модификатора. Первый – Subdivision Surface. Здесь изменим на 2. Далее Solidify. Увеличим вот этот параметр немного. И третий модификатор Bevel. Здесь сделаем количество сегментов 3. После этого правая кнопка мыши и Shade Smooth. Скроем пока блюдце и сделаем чашку. Shift-A добавим круг. Количество граней изменим на 12. И масштабируем. Идем в режим редактирования. F заполнить. И экструдируем вверх. S увеличиваем радиус верхнего круга. Далее X Face удаляем верхнюю грань. Ctrl-R делаем надрез посередине. Вот и щелкаем правой клавишей мыши. S масштабируем. Переходим в режим объекта и добавляем модификатор Subdivision Surface. Здесь меняем на 2. И нажимаем Shade Smooth. Далее идем в режим редактирования. С клавишей Option или Alt выбираем вот эту. Выбираем нижнюю грань. Ctrl-V. Делаем фаску. И корректируем ее с помощью колесика мыши. Нажимаем «Вот» и добавляем модификатор Solidify. Увеличим толщину стенок. Выберем все и включим вид сверху. Сделаем полупрозрачный режим R, Z и повернем на 15 градусов. Это нужно для того, чтобы ребро вот это было перпендикулярно оси. Так. Давайте его выберем и выйдем из полупрозрачного режима. Копируем P и Selection. Выходим из режима редактирования, выбираем это ребро и снова возвращаемся в режим редактирования. Выбираем. Делаем вид. Так, сначала S и уменьшим. Теперь делаем вид сбоку и экструдируем. Значит, делаем форму ручки. Вот, снова и. Вот и так далее. Включим полупрозрачный режим, выберем все и опустим пониже. Теперь здесь выберем вершину, клавиша 1. Выберем одну вершину и переместим вот сюда. Здесь вот эту выберем и вот сюда внутрь. Выходим из полупрозрачного режима. Идем в режим объектов и нажимаем Shade Smooth. Теперь сделаем напиток, который находится внутри кружки. Для этого Shift-A, Mesh и добавим круг. Количество вершин сделаем 12 и S масштабируем. Зайдем в полупрозрачный режим.
S еще уменьшим. GZ поднимем вот сюда наверх. Перейдем в режим редактирования. P для того, чтобы соединить. И поднимаем вверх. S масштабируем. Далее Ctrl-R. Делаем надрез. Колесико мыши увеличиваем. Делаем 2. Вот. И правую кнопку мыши. Теперь выберем вот эти вершины и масштабируем. Далее выбираем вот эти. GZ опускаем сюда. S масштабируем. Теперь переходим в режим объекта. Отключаем полупрозрачный режим и добавим модификатор Subdivision Surface. Здесь изменим на 2 и нажмем Shade Smooth. Теперь давайте свяжем объекты между собой. Вот у нас есть 3 детали. Это напиток, ручка и корпус чашки. Напиток у нас уже выбран. Шрифтом выбираем ручку и корпус чашки. Та деталь, которая будет основная, ее нужно выбирать последней. И нажимаем Ctrl-P и верхнюю строчку. Теперь эти детали связаны между собой, и вот этот вот корпус является главной деталью. Давайте откроем блюдце, выберем его и уменьшим. Теперь выберем вместе блюдце и кружку. Включим вид сверху и переместим сначала по X, потом по Y. Теперь выберем, все элементы по отдельности и блюдце. Вид сверху, Shift-D копируем, G, Y опустим вниз. И GX вправо. Теперь выберем кружку R и повернем по Z. Выберем вот эту кружку R и также повернем по Z вот сюда. Выбираем блюдце, Shift-D копируем, GX передвигаем вот сюда, GY вверх, S масштабируем. Перенесем курсор в центр тарелки. Shift-A добавим круг. Количество вершин 16. S уменьшаем. GZ немного поднимем вот сюда. S еще уменьшим. Далее переходим в режим редактирования. Выбираем вот здесь Select и Checker Deselect. То есть отменить через одну. S смещаем внутрь. A выбираем все. F закрываем. И экструдируем вверх. Далее Ctrl-R. И делаем разрез поперечный. И колесиком мыши увеличиваем количество этих разрезов. Нажимаем «Ввод» и правую клавишу мыши.
Теперь 3 вот здесь меняем на грань. Выбираем вот эту грань. Включаем пропорциональное редактирование. И с помощью клавиши S и колесика мыши мы настраиваем форму пирожного. Далее нажимаем «Ввод», RZ и вращаем. Нажимаем «Ввод», G, Z и немножко поднимем. Выходим из режима редактирования и добавим модификатор Subdivision Surface. И нажмем Shade Smooth. Масштабируем. Уменьшим немножко длину, высоту, так, S и Z. Shift-D копируем, перемещаем. И так несколько раз. Выберем тарелку и увеличим. Включим Face Orientation и посмотрим. Некоторые детали у нас окрашены в красный цвет. Давайте их выберем. Идем в режим редактирования, A и Option-N, либо Alt-N. Нажимаем Flip. Проверим. Все хорошо. Выключаем Face Orientation. И давайте добавим камеру. Нажимаем Add и камера. Открываем вкладку с параметрами и удалим камеру на некоторое расстояние, допустим, 5. Везде ставим пятерочки. Нажимаем «Ввод». Камера у нас удалилась от нашего объекта. Rotation делаем везде нули. Далее перенесем курсор в центр мира. Для этого у нас есть команда Shift-C. Все, курсор теперь находится в центре мира. Shift-A, добавим пустышку. Теперь выберем камеру. Идем сюда, свойства, и добавим «Следить за». Берем пипетку и выбираем пустышку. Теперь камера будет следить за пустышкой, которая находится в центре мира. Таким образом, наш объект будет под прицелом камеры. Если вдруг у вас камера не смотрит в центр, то поиграйте вот здесь с осями. Выберем пустышку и скроем ее. Нажимаем 0. Включаем, выбираем так.
Выберем камеру, нажимаем 0 и заходим в свойства камеры. Здесь подрегулируем его и местоположение объекта по отношению к окну захвата камеры. То есть мы его немножко, наш объект сделаем немножко поменьше. И поднимем вверх. Вот таким образом. Выберем камеру и скроем ее. Далее Shift-A, добавим плоскость. Масштабируем. И нажимаем «Ввод». Далее идем в настройки рендера. Здесь у нас выбрано Eevee. Ставим галочки здесь, здесь и вот здесь. Переключаем Eevee на циклы. Здесь меняем на графический процессор. Включаем Denoise, это шумоподавление. И поставим, изменим вот в этом, на этой вкладке, изменим здесь величину 512, сделаем. И вот здесь тоже 512. Добавим референс. Для этого сначала откроем второй экран, нажмем здесь редактор изображений и откроем новый файл. Здесь сделаем вид покрупнее и нажмем, поставим здесь галочку, чтобы он не вылетал из камеры. N. Закроем вкладку и перейдем в этот режим для окрашивания. Выбираем материалы, стены. Здесь у меня присвоен материал, я его удаляю, и появляется вкладка для того, чтобы добавить новый материал. Нажимаем на нее. Здесь цвет, пипетка, и покрасим стены в светло-серый цвет. Далее идем в режим редактирования. С шифтом выбираем эти грани. Нажимаем на плюсик «Добавить новый материал». Цвет выберем серый. Здесь нажимаем «Назначить» и выходим из режима редактирования. Далее выберем пол. Так, я закрываю материал и добавляем новый. Выберем темный, такой коричневый цвет. Далее все детали, которые... И так, давайте еще шероховатость увеличим. Вот так. Далее выберем все элементы, которые у нас будут темно-коричневого тоже цвета. Это плинтуса, значит, нижний и верхний, карниз, перекладина, оконные рамы и рамки картин. И последним нажимаем на пол для того, чтобы применить такой же цвет. Далее Ctrl-L и вот на эту строчку нажимаем. Теперь все выбранные детали стали такого же цвета, как и пол. Далее покрасим кресло. Выбираем новый материал и возьмем красный цвет. Увеличим шероховатость. Далее выбираем все детали, которые будут красными. С шифтом Ctrl-L и... Так, забыли. И снова нажимаем Shift и последним выбираем уже окрашенное кресло. Далее Ctrl-L и у нас все окрасилось в нужный цвет. Далее окрасим теперь шторы. Добавляем новый материал. Цвет возьмем голубой. И увеличим шероховатость. Далее выбираем вторую штору и столик. И последний выбираем уже окрашенную штору. Ctrl-L и применяем к ним такой же цвет. Далее давайте вот эту подставку окрасим.
сделаем ее темного цвета. Увеличим шероховатость. Теперь выберем все то, что будет окрашено в такой же цвет. Это ножки. Ободок. Верхний и нижний. Вот эти штучки. И посуду. Давайте тоже окрасим в темный цвет. И последним нажмем на подставку. Ctrl-L. Окрасили. И у нас еще осталось неокрашенными пирожные. Добавляем новый материал. Сделаем такой желто-оранжевый цвет. И выбираем все остальные пирожные. И напиток давайте таким же цветом сделаем. И лампочку можно тоже окрасить в такой же цвет. Выбираем ее. С шрифтом выбираем пирожное. Ctrl-L и окрашиваем. У нас остались не раскрашенными кнопочки, вот эти гвоздики, на которых висят картины. Давайте сделаем их, скорее всего, голубым цветом сейчас закрасим. И еще вот эти нитки, на которых висят картины. Также их выбираем. И выбираем вот такой темный серый цвет. Выберем фон, добавим новый материал и раскрасим его. Далее выберем вот эту деталь, перейдем в режим редактирования, выберем грань, Shift-S, перенесем курсор в центр грани. Идем обратно в объектный режим, Shift-A, Mesh и добавляем плоскость. RX90. S масштабируем. Это будет стекло. Выбираем вкладку «Новые материалы». Цвет здесь стоит вот не идеально белый. Мы сделаем его, перенесем курсор в самый вверх, для того, чтобы сделать идеально белый цвет. И здесь в настройках выбираем вот этот параметр шероховатость и уменьшаем его до минимума. Оставим совсем небольшие здесь значения шероховатости. И есть еще параметр пропускания. Его мы увеличиваем до максимума. Вот у нас получилось такое стекло. И осталось сделать картины. Выбираем картину, новый материал, нажимаем на вот эту точку и здесь выбираем параметры с текстурой. Заходим сюда, открываем наше изображение. Вот оно отобразилось таким образом. Переходим в режим редактирования и выбираем клавишей U и вот этот параметр развернуть. Изображение как бы развернулось, но вид здесь недостаточно корректный. Поэтому переходим вот на эту вкладку для редактирования.
Сделаем поменьше, нажимаем A, R90. GX перемещаем сюда. S увеличиваем. Далее выбираем верхние вершины. G, Y. Теперь выберем нижние вершины. G, Y. Переходим в наш обычный режим и видим, что картина теперь отображается корректно. То же самое сделаем с другими картинами. Добавляем, включаем текстуру, открываем папку с изображением, переходим в режим редактирования, выбираем U, развернуть, редактирование, выбираем, поворачиваем на 90 градусов, GX. S масштабирование. GY. GY. Выбираем третью картину, новый материал, текстура, открываем. Идем в режим редактирования, A, U, разворачиваем и редактируем. R90, GX, S, выбираем вершины, GY и GY. Переходим сюда, видим, все хорошо. И последняя картина. Масштабируем. И перемещаем. Все картины готовы. Давайте откроем камеру. Выберем ее. И в настройках поменяем вид на ортографический. Откроем вкладку. Вернем настройки камеры. Отрегулируем положение изображения. Ctrl-B. Зададим границы камеры. Добавим освещение.
Включим режим рендера. Shift-C. Переместим курсор в центр мира. Далее Shift-A. Добавим источник света и выберем параметр область. GZ. Поднимем его вот сюда и поменяем квадрат на диск. Немного увеличим размер и увеличим мощность. Далее выберем стены, материалы и тот материал, где у нас обои. В параметрах ищем эмиссию. Здесь давайте еще раз выберем цвет стен, цвет обоев и уменьшим немного яркость. Сделаем вид сверху. Камеру можно скрыть. Дублируем наш источник Shift-D. Так. Отменим действие. Вернемся к виду из камеры и выберем источник света. Теперь включаем вид сверху. Shift-D копируем и переместим вот сюда. Возвращаемся к виду из камеры. Немного опустим этот источник пониже, вот сюда. И теперь давайте добавим еще свет из абажура. Для этого перейдем в обычный вид для моделирования. Включим рентген и выберем лампочку. Далее идем в режим редактирования и переместим курсор в нее. Вот так. Вернемся в объектный режим и в рендеринг. Shift-A. Добавляем источник света. Поменяем его на диск. И поднимем вот сюда. Увеличим мощность. Еще немного приподнимем. И далее перейдем в настройки мира. Сделаем общий свет немного посветлее. И, возможно, изменить настройки оттенка и насыщенности. Немножко изменим оттенок. Так, еще добавим света. И перейдем в настройки рендеринга. Здесь открываем вкладку с управлением цветом. Можно поменять немного экспозицию. И здесь выбрать вот такой режим контраста.